Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Сегодня мы с вами начинаем одну из самых долгожданных игр 2020 года под названием Киберпанк 2077. Сегодня мы ее будем проходить. Эту игру ждали, если не все, то почти все. Ажиотаж был нешуточный. Разработчики подогревали роликами, различными персонажами новыми. Киану Ривза пригласили. В общем, кучу раз откладывали, то есть подогрет интерес был даже не на 100, а на все 200 или даже 300%. И когда только игра случилась, это получился такой оглушительный провал. Ну, провал в плане играбельности, что до сих пор, вот прошло уже сколько, целый месяц прошел, до сих пор еще отголоски этого слышны. У игры вышло уже 6 патчей, вот как мы видим, версия 1.06, в которую мы сегодня будем играть. До сих пор, да, игра недоделанная, встречаются лаги и так далее. Но был надеюсь, что у нас они минут, или мы их увидим меньше, чем игроки, стримеры и так далее. Что, поехали? Итак, прохождение Punk 2077. Жмем новая игра. Уровень сложности. Низкий, средний, высокий. Ну, будем на среднем. Бои на равных. Враги не упустят возможности отправить Ви на тот свет. Так, Ви. Главное. Прошлое. Кочевник. Жизнь кочевника опасна. Выросли в пустошах. Мародерствовали, устраивали набеги на заправке. Дорога многому вас научила. Главные ценности кочевников – честность, прямота и свобода, чужды жителям Найт-Сити. Там этого не купишь ни за какие деньги. Итак, второй антагонист – Дитя улиц. Говорят, чтобы понимать улицу, нужно жить на улице. С детства общаясь с преступниками, фиксерами, куклами и барыгами, вы усвоили главный закон городских джунглей – слабые подчиняются сильным. Это единственный закон Найт-Сити, который вы еще не нарушили. Так, и корпорат. Это мало кому удается уйти из корпорации, сохранить жизнь, не говоря уже о чести и достоинстве. Вам все это известно. Работая на корпорацию, вы нарушали правила, шантажировали конкурентов и собирали информацию, потому что на этой войне все средства хороши. Я думаю, будем как раз играть за корпората, так как на войне все средства хороши. Будем с вами отыгрывать максимально плохого дядю. Не тетю, а дядю. Максимально плохого дядю. Итак, смотрим. Выбор внешности Ви. Голос мужской, цвет кожи. Максимально белый. Тип кожи. Ой-ой-ой. Ну, пускай будет вот такой немножко бородатый. Прическа. Да, на создание персонажа тут много чего. О, Эма. Нет, у нас будет что-то типа... О, кстати. Нет. Давайте мы что-нибудь покороче. Ну... То, что ношу примерно я. Ой, чуть залысина такая. Для имплантов, что ли? Блин, получше прически не нашел. Два пробора каких-то. О, о да. Ну вот как-то примерно вот так. 30-й вариант, мне кажется, наибольший подход. Хотя не вот. Вот, пускай будет вот так. Цвет волос. Рыжий. Да, пускай черный будет. Глаза. Ну, черт его знает. Цвет глаз.
Оу. Не, что-то надо поинтереснее. Блин, это какие-то черепки. Паутина какая-то сраная. Не, ну, давайте что-то, конечно, поинтереснее придумаем. О! Вот с такими красно посаженными глазами. Брови пускай будут примерно вот такие. Цвет брови оставляем как есть. Нос мне не нравится. Так, создание персонажа. Ну вот примерно вот так. Не. Какой-то маленький. Ну вот, пускай будет так. Рот. Он чтобы был не кривой. Ну вот, нормальный мужик. Челюсть. Сейчас челюсть ему подровняем. Не. Да, подбородок должен быть. Ну вот, примерно вот так, как у меня. Уши. Да, обычные уши. Борода. Ну вот такой брутальный мужик. Я вот примерно вот так же хожу. Стиль бороды недоступно. Цвет бороды недоступно. Киберимпланты. Не будем. Вот, давай без всяких там. Я себе сам потом шрамы на лице. Ну, не надо. Татухи не нужно. Пирсинг не надо. Зубы. А что с зубами? У-у-у. Давай-ка с обычными макияж глаз. Оу. Нет, мы не такой ориентации. Цвет макияжа глаз, макияж губ, макияж скул, изъяны. А какие тут могут быть изъяны? Родинки, что ли? Это изъяны типа? Давай без. Ногти. Короткие, длинные. Ой, господи. Короткий цвет ногтей. Цвет ногтей, да? А есть что-нибудь такое? Выбрать там никак нельзя. Пускай будет обычный цвет. Так, соски, татухи, шрамы не будут. Ну и все, далее. Итак, у нас сила, интеллект, реакция, техника, хладнокровие. Значит, сила понятно. Запас здоровья, выносливость, урон от кулаков, от оружия, штраф к скорости. Так, интеллект. Характеристика влияет на ваши нейтрайнерские способности. На каждом новом уровне интеллекта ваши показатели меняются. Объем памяти увеличивается на 4%, урон скриптов увеличивается на 0,5%, время действия скриптов на 1%. Не знаю, что это такое. Реакция. Общая скорость передвижения на каждом новом уровне реакции. Ваши показатели меняются. Пассивная вероятность уклонения. Так, техника. Характеристика влияет на ваше владение техническими навыками. Она позволяет отпирать двери. И хладнокровие. Выдержка, способность
активность во время скрытного передвижения. На каждом уровне хладнокровие ваши показатели меняются. Критический урон. Так. Но мы силой не обделены. Интеллект, наверное, самая высокая реакция. Техника, хладнокровие. Блин, силу можете убрать. Ладно, берем с интеллекта вот так. Сила, интеллект, реакция, остальное так оставим. Так, что у нас еще? Панель биомонитора. Предыстория. Ну, корпорат так корпорат. Итак, поехали. Прохождение Киберпанк 2077. Сейчас, наверное, будет интро, заставка. Нет. Сотрудник HC чего-то там. Джеки Уэллс. Да. Да. Я здесь. Веселая ночка, походу, выдалась. Да. Просто немного отвлекся. Звучало, как будто ты проблевался. Угадал. Ничего страшного, видно стресс. Эса чамба тева матар. Ты где, Чумба? Не понял. А почему? Вывод. Эй, ты там уснул, что ли? Да нет, я не уснул. Но у меня почему-то... Так, вроде ребятки решили проблему с отображением интерфейса. Так, что он меня спросил? Кто бы говорил, пока еще живу, кто-то слил данные нашим агентам. Ты там уснул, что ли? Надо было выбрать работу поспокойнее, типа как у тебя. Я зато всегда знаю, кто в меня стреляет и за что. Ха-ха. Ну так это... Что случилось? Ну как же, что значит, что случилось? Да у нас утечка. Шеф первым делом вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что мы должны вмешаться. У нас весь офис на ушах стоит. Но ты же ни при чем, правильно? Ты просто разгребаешь чужое дерьмо. Джеки, когда работаешь в контрразведке Арасаки, ты всегда при чем. Так, не переживай за меня, Ладно, друг. мне надо идти. Работа не ждет. Буэна суэрте. Добро пожаловать в мир Киберпанк 2077. Впервые в Найт-Сити под советом пройти обучение, которое познакомит вас с основами игрового процесса. Если вам не требуются подсказки, просто отключите их. В любой момент можете зайти в базу данных, чтобы пройти обучение и узнать больше о самых важных понятиях мира Киберпанк. Лучше, наверное, с обучением, потому что много тонкостей я могу и сразу ну, так сказать, не допереть. Передвижение. Смотрим, как там на стриме. Картинка, да вроде бы ничего. О! Здорово, тёлки. Курим тут, да? Смыли.
Чё, поговорить ни с кем больше нельзя. Давай закроемся тут. Сейчас они теперь надымят здесь. Чё, как дела? Сигареты нету в этой. И у тебя нет сигареты. Ты так куришь. Какой у тебя железная рука, какие зрачки. Ух. Молодец, мужик. Ладно, погнали. Куда нам идти? Лифт. А лифт у нас где? Лифт у нас тут. Сюда. Ну, пошли. Пролог. Киберпанк 2077. Зайти в кабинет Дженкинса. Между двух огней. Ну, пошли. Мы работаем в корпорации. В лифт идем. Мужеподобная девка. В лифте? Ви, где ты? Я попросил тебя зайти еще час назад. Пришлось задержаться, скоро буду. Гребаный Франкфурт. Абернати 100% свалит все на нас. Слышь, ты не торопи, Что тебе? мужик. Не задерживайся. Не задержись. Меня задержали. Индус какой-то. Тоже с глазами что-то не в порядке. Но это мужик. Только в бабской форме. О, здорово. Чё, кого? Троих наших. Мы сейчас эвакуируем представительство из той части Европы. А что с этими Блин, что тремя? тут за бабы? Ни Погибли. одной красивой Когда нету. остальные будут в безопасности, выпустим официальное заявление для прессы. Зайти в кабинет Дженкинса. Что тут у нас еще есть интересного? Тут какие-то, блин, разбитые вазы. Так, Дженкинс. Ты что-нибудь знаешь? Мистер Дженкинс вас ждет. Он у себя в кабинете. Хорошо, спасибо. Это не та же баба, та же. Блин, ни одной красивой бабы Привет, пока Ли, тут давно не не увидел. Здорово. Это я, Фрэнк. С операцией вьюга на восточном побережье. Не знаю тебя. О, не знал, что ты в Найт-Сити. Как твои дела? Да сам понимаешь как. Неделю назад еще был в Кейптауне. Слышал, ты теперь в контрразведке? У вас там, наверное, сейчас аврал из-за Франкфурта. Ты же Да. у Дженкинса, да? Он правда такой, как все говорят? Какой? А что все говорят о Дженкинсе? Что он успешен. Как любой психопат. В Психопат. последнее время якобы начал сходить с ума. Ну, ему сейчас тяжело. Начальница должна была помочь ему с повышением, когда приехали японцы, а вместо этого его подставила. Так, ну у кого ты А ты? работаешь? У кого работаешь? У Абернати. Она правда классная. Это она придумала, как провести операцию в Кейптауне. Абернати? Сука, из-за которой мой шеф не стал директором по особым операциям. Угу. Ну, значит, не повезло. Бывает. Действительно, бывает. Похож на этого. На Артемия Лебедева, дизайнера. Кто знает, кто такой, ставим лайк. Ну и как оно в Кейптауне? Операция «Груз». Ты слышал о ней? Нет, не Оружие для слышал. повстанцев в Африке? Не знал, что ты его вез. А я вез. Мы скидывали в океан целые ящики винтовок. Местные потом приплывали и вытаскивали их сетями. Старая тактика, но так и выигрывают войны. Ладно, я Прости, погнал. друг, у меня сейчас нет времени. Поговорим в другой раз, ладно? Да, конечно, рад был тебя видеть. Давай. Так, Дженкинс. Задание обновлено между двух огней. Вон он. Наших уже эвакуируют из Праги. Да, из-за Франкфурта. Не А? ждите, выводите сейчас, только осторожно. Ну вот, более-менее девка. Здорово. Чё, поговорить я же вроде хотел. Нельзя? Мне кажется, я вас где-то видел. И где ты меня видел? Ну? Активирован экстренный режим. Безопасность подтверждена. О, Не смотри, это он.
помощник Дженкинса. Чё тут про меня? Какие слухи тут распускают? Ну-ка. Чё за херня? Чё ты против меня имеешь? Ты хоть в эти очки вообще видишь что-нибудь? Мы будем, кстати, отыгрывать такого наглого, хамоватого мужика, который вот прям твердолобый, напролом все Уйди прям. с дороги, смотреть противно. Слышь, ты охеревший, что ли? Ты чё на меня так косишься, блин? Ну и я тебя запомнил. Я тебя запомнил. Запомни, что я тебя запомнил, а я тебя Пожалуйста, запомнил. зайдите в приемную. Да захожу. Дойдешь, блин. Все ботинки стопчешь. Авторизацию гостя. Ну что, ты в сети? Опа-на. А вот и я. Присаживайся, Ви, я сейчас. Мне надо что-то придумать с этим голосованием, пока мы не потеряли базы в море облаков. Они сейчас начнут. Как там ситуация? Ага. Европейский космический Как мы и думали. совет. Ты знаешь, что делать. Начинай. Ох ты. Фига себе там поджарили всех. Чё-то мне это не нравится. Директор Абернати. Я смотрела голосование. Что это было, Дженкинс? Уборка говна, которую мы получили от Франкфурта. Я устранил проблему, как вы и просили. Я не просила выкашивать Европейский космический совет. Ты понимаешь, сколько будет стоить это замять? Мы бы потеряли концессию, а так получили неделю. Это успех. Идешь по пути наименьшего сопротивления. Прешь напролом. Как всегда. Мы об этом еще поговорим. Хм-хм-хм. Та баба, которую подставила. Стерва. Ненавижу ее. Да, его подначим. Абернати вас уже не в первый раз подставляет. Да, не в первый. Она обгадила меня перед японцами с ног до головы, чтобы самой стать директором по особым операциям. Мразь. Теперь стоит надо мной с пистолетом, чтобы я ничего не сделал. Сесть можно, нет? Убивать не убивает, потому что я ей нужен. Я делаю то, на что ей духу не хватает. Дай бухнуть-то. Разделяй и властвуй. Хорошая стратегия. Не нальешь? Хорошая. Скажи, что бы ты сделал на моем месте? Вы должны защищаться. Иначе она так и будет вытирать о вас ноги. Ты прав. Покажите ей силу, и она вас зауважает. Ну да. В табло и втащить просто и все. Кажется, мы с тобой думаем одинаково. Конечно, ты чё? Чё ты мне тут Это показываешь? Чё это? Чип с данными? Это доказательство доверия. Ну, бери. Взять щепку. Здесь все, что я собрал за последние недели. Фьюзен Эмили. Абернати. Медкарты травмы. Фамилии всех близких ей людей. Шофера, начальника охраны, любовницы, мужа любовницы. Все. Любовница? Сделай так, чтобы Абернати больше никогда не создавала проблем. Ты сам сказал, что я должен защищаться. А если я скажу нет, что тогда? Моими Задавай руками. глупых вопросов. Ты же понимаешь, это не просьба, Ви. Вижу, мы друг друга поняли. Вот и хорошо. Возьми еще вот это. Бабло. Переводы со счета можно отследить, а наличные исчезают бесследно. Вот именно. Работу должны сделать люди не из корпорации. Плати только этими деньгами. Ага. И насчет главного задания. Найди того, кого хорошо знаешь. Понятно? Да, все так и сделаю. Хорошо. Ну что ж, тогда буду ждать от тебя новостей. Удачи. Снаружи ждет мое ави. Оно в твоем распоряжении. Смотри, не подведи меня. Задание Дженкинс, обновлено. Контрразведка Найт-Сити.
контрразведка на сети. Ну, стол у тебя так себе. Что тут еще есть интересного? Компай нормального нет, не поиграешь, ни приставки. Секретарш тоже нет. Короче, херово живешь, я согласен. Надо выбираться отсюда. Вот отчеты, которые вы просили. Я просил Я еще просил вчера. сделать их еще вчера. Да, я их только сейчас собрал. Пришли их на почту. Мы с тобой потом поговорим. Угу. Эй, Ви, ты еще жив? Поговорить Когда с ваш Джеки. союзник- Джек, есть дело. Нужна твоя помощь. Вечно у тебя дела, Мана. У тебя проблемы? Че, мы Пока ему нет. поручим, что ли? Надо найти надежного человека. Ну, то есть у тебя проблемы. Встретимся в Лизис. Через час. Короче, надо будет... Так, прочитать отчет на личном терминале. Дополнительно. Где мой, сука, терминал? Может, меня кто пустит, нет? Мне нужно твое решение. Возможно, одного из наших раскрыли. Что, Кого? опять Франкфурт? Нет, это другое, местное. Рассказывай, только быстро. Наш агент биотехники считает, что его раскрыли. Он искал компромат, но без особых успехов. Недавно ему дали красный уровень доступа, то есть высший. Так и что? У них чисто, как в детском приюте перед инспекцией, как на отформатированном диске. Мы подозреваем, что ему сливают Дезу. Будем его вытаскивать или пусть копает дальше? Ну, да, посмотрим, чем мы рискуем. Какие риски? Риск для жизни минимальный. Убивать не в их стиле. Возможно, ему будут угрожать ложными обвинениями в прессе. У парня есть дети. Он расколется. Да, вытащим на всякий Вытаскивайте случай. его. Только аккуратно, не спеша. Иначе они все поймут. Дженкинс нас порвет. Я с ним поговорю. Хорошо. Да насрать на этого Дженкинса. Людей мы не теряем. Если послали, значит... Так, чё, садимся. Чё у нас тут есть интересного? Включаем компьютер. Так, файлы, подведение итогов. Необходим дальнейшая разведывательная деятельность. Точно имеющих данных не позволяет сделать неопровержимых выводов. Понятно. Что тут сеть? Подсеть Араски. Тут что-то пока ничего интересного. Так, что тут у нас есть? Отпуск со звездами. Это спам какой-то. Результаты за неделю. Так, анализ операции червивое яблоко. Проанализировать подготовку. Информация для сотрудников. Уникальный независимый экосистем, населив ее аутентичной флорой и фауной. Подробности будут опубликованы позже. И все. Что у нас тут есть интересного? Карту берем. Пригодится. Нет?
Нет. Так, зайди в ангар Ави. Чё, ты мне ничего не можешь сказать больше? Ну ладно, пошли. Ангар так ангар. Побежали. Мне нечего добавить. Ну-ка, Нет, симпатичная я такого девка. и не говорила. Да покажись ты. Да, это значит без комментариев. Мне вам еще раз повторить? Ну, вроде ничего. Ну вот хоть кто-то у нас тут. Ой, опять эти. Ну их нафиг. Ты видела отчет о голосовании? Жесть. Когда об этом узнают, нас просто сотрут в порошок. Никто никогда не узнает. Охереть, разговаривают об этом. Никто не узнает. Доступ разрешен. Вот он наш транспорт. Ух ты. Где телек? Назовите место назначения. Проанализируй обстановку в районах. Анализ обстановки в районах. Обнаружена повышенная активность полиции в Хейвуде. Официальные причины не названы. По перехваченным сообщениям можно судить, что туда направлен Макс Так. Сообщается о крупной аварии электросети в Санто-Доминго. В других районах города активность не превышает уровня нормы. Угу. Ну, в Лизис тогда. Пункт назначения Лизис. Начинаю движение. Чё, побухнем? Вы смотрите экстренный выпуск новостей на 54-м канале. Заседание Европейского космического совета было прервано после сбоя в работе системы нейронной стабилизации. 5 членов Европейского космического совета погибли. На текущий момент 3 остаются в реанимации. Полиция по-прежнему расследует причины этого ужасного происшествия. По улицам никто не ходит, Члены походу. совета носили оборудование, предоставленное биотехникой. Представители корпорации пока отказались от комментариев. Наш корреспондент уже на месте. Мы непрерывно следим за развитием событий. Эльдорадо, паундшоп. Следите за новостями на 54-м. Что тут еще есть интересного? Больше ничего, походу, да? Привет, Ви. Банк Мы же какой-то. договаривались созвониться в конце недели. Да дело в том, что Quantified Satori встревожили результаты твоих биометрических тестов. Все в порядке? Нет, не все. У меня сейчас небольшие сложности в жизни, но ничего из ряда вон. Ясно. Не забывай, что я говорил в прошлый раз. Упражнения для нейромоторной релаксации 3 раза в день. Они помогут восстановить силы. Да, Ты еще и больной. До встречи. Медцентр. Ну чё ты, так и будешь со мной? Конец связи, алло. В пункте назначения отсутствует посадочная площадка. И Найди что свободное делать? место рядом с баром. Хер с ними, с правилами. Начинаю посадку согласно новым параметрам. Охеренная команда. Хер с ними, с правилами. Мы прибыли к месту назначения. Ну, открывай. Сезам, откройся.
Ну, Эй, ты что творишь, психопат? Тебе тут что, аэропорт? слышь ты, Ты расплющила. Твою ж мать. Ладно, ладно, пошел успокойся, брат, нам отсюда. проблемы не нужны. Ты чё? Не трогай меня. Новая зона Джапантаун. Приперлись тут. Охеревшие. Мудилы. Мусорные отбросы. Хер ли вы лезете вообще? Йоу, здорово. Что мне все это? Меньше слов, больше дела. Ну так работай. Проваливай, попрошайка! Блять, на каждом шагу уже. Япона, мать, ты чё мужским голосом разговариваешь? Что там в большом мире? Чё скажешь? Эй, Ага, Мозг уже совсем прокурил весь нафиг. Чё там? Никаких неприятностей, я просто по делу. Приятно слышать. Ты тут Добро чё, пожаловать в Лизис. на охране что ли? Ё-моё, как ты себе морду изуродовала? Капец. Ну ладно, смотри сама. Чё тут у нас? Чё кого? Здорово, чувихи. малыш. Ты не дерзи мне, а Ты то я тебя смотри, стукну. какое миленькое личико. Чё у нас здесь? Факин Никсис или чё это вообще непонятно что. О, сортир. Ну, нам сюда пока не надо. Встретиться с Джеки, ну пошли, чё. Ой-ой, чё это они там? Виртуальная реальность, а ты чё? Тебе делать нечего. Чем могу помочь? Сутенер какой-то. Заперто, ладно. Тёлки, чё вы чё? Чмоки. В жизни ничего даром не бывает. Чего? Чего? Вспомнить ролик. О, кто-то тут уже отдыхает или чё? Никого. Странно. Евро-доллары. Возьмем. Херли. А чё не взять? Лежит просто так, никому не надо. Твои бабки были? Очередной фанат? Понятно. Чё, пошли? Чё такое? Колбасец тут, деваха. Блин, я какие-то техпомещения тут прохожу. Отскок. Давай возьмем. Чё это, я не знаю для чего, ну пока что мы разберемся. Ой-ой-ой. Что с твоими ногами? Мне что ли? Уже не работаю, солнышко. Ну и вали отсюда. Чё кого? Все наладится. а? В чем дело? Мы знакомы? Не, ну-ка, деваха. Чё, как дела? Меньше слов, больше дела. Понятно. Все мозги прокурили уже. Девок нормальных нет тут? А поехали ко мне. Выпьем еще по одной на пасашок. Ой, не начинай. Тоже в каком-то киберпространстве. В большом мире.
вообще сечешь, кто я такой? И кто ты? Бля. Слышь, ты не ругайся. Ладно, пойдем. Что нам тут надо? Тут, походу, все какие-то обдолбанные. Так, нам вниз. Как тут спуститься? Алло. Кто мне расскажет? Простите, я обознал. Где тут спуск? Блин, топить то же самое. Что, зубы жмут? Новинку нашу уже пробовала? Блин, жаль, втащить нельзя. Блин. Где тут выход-то, вашу мать? Куда-то, походу, не туда пришел. И здесь я уже был. Ну, вот я пришел сюда, и чё? Как мне попасть вниз? Вот, блин, лестница, хер найдешь. Короче, тут все тугие, пойдем. Не часто тут бываешь, да? Рад тебя видеть, каброн. Ну, рассказывай, кто там тебя опять обижает. Сесть рядом с Джеки, давай, садимся. Тоже рад тебя видеть. Как дела? Ребята из Валентина опять не поладили с Мальстрёмом. На этом можно хорошо заработать. Главное, не отбросить коньки. В общем, все как всегда, не жалуюсь. Но мы же не обо мне пришли разговаривать. Да, это точно. Говори, что там у тебя за проблемы? Между нами должно остаться, ты же понимаешь. Джеки, это должно остаться между нами. Por supuesto. Я серьезно. Эта штука может меня убить. Так и я могу. Ты хоть помнишь, с кем разговариваешь? Я же с этого живу. Помнишь, что было в Мексике на границе? Скажи я хоть слово. Да, ты меня спас. Если бы кто-то узнал про эти картели... Но не узнал же. И про это не узнает. Потому ты и пришел к старине Джеки. Вот, возьми щепку. Что думаешь? Стоить будет порядочно. И расплачиваться придется наличными. Никаких переводов. Денег дали. Тут нужна целая команда. Техник, а может и два. Нетранер с золотыми мозгами. И водила на очень быстрой тачке. Не говоря уже про Соло. Угу. Его как раз не хватает. Ты это хотел попросить? Чтобы я обнулил эту прекрасную леди? Работа деликатная, поэтому мне нужен тот, кому я могу доверять. Никакая это не деликатная работа, бродер. Это заказ на убийство. Ну Ты же да. знаешь, как работает Арасака. Окей, может, не знаешь. Так вот, это не то предложение, от которого отказываются. Я тут ни при чем. Поэтому я отказываюсь. И тебе советую. Давай дерябнем по рюмке и поговорим о жизни. Короче, ты мне не поможешь, да? Двойная текила с гренадином и лаймом. От нервов самое то. Ну, будет. Ну ладно. Это, по-твоему, тост? Что он вообще значит? Я понимаю поднять бокал за мама, за свою Эрмана, за хорошенькую мамасита. А вот будем, этого я не понимаю. Ну, блядь, будем. 18 Это плюс. твой заказ и остальное корпоративное говно. Знаешь, что это? Un pacto con el diablo. Я всегда говорил,
Ты продал душу чертям из Арасаки. Ага, поддало уже. Они приказали тебе кого-то обнулить. А завтра кому-то скажут обнулить тебя. А вот это я согласен. Как будто у меня есть еще варианты. Если я откажусь, они заберут все, что у меня есть. Пускай. Зато больше никто не будет держать тебя за яйца. Не знаю, как ты, а я сам выбираю, кто может трогать меня за яйца. И уж, конечно, Сабура и его Матонас в этот список не входят. Может, когда-нибудь я и решусь, но пока что это слишком опасно. Это всегда будет опасно. Всегда. Эй, Оба-на. заблудились? Чё за херня? Ви, правильно? Вы от Дженкинса? Кажется, я вас не знаю. Главное, что мы очень хорошо знаем, кто ты. Дженкинс дал тебе сегодня задание. Ты расскажешь нам все детали. Охерел, что ли? Можешь повторить свою фамилию и отдел, а то я с первого раза не услышал. Блять! Как себя чувствуешь? Внезапное недомогание? Твой доступ к корпоративной сети заблокирован. Друг, а ты хер ли стоишь? Перестанут действовать в течение 2 минут. Отдай данные, которые собрал Дженкинс, и мы завершим процедуру увольнения. Как вы про меня узнали? Это не твое дело. Ты охерел? Данные. Быстро. Вся информация на чипе. Очень дальновидно. Это все? Официальная часть закончена. Но я думаю, Абернати нам доплатит, если одной крысы в мире станет меньше. Ты охерел? Вставай, пойдешь с нами. Друг. Вы, ребята, кажется, немного потерялись в нашем большом городе. Таким, как вы, гулять в этом районе вредно для здоровья. Ты нам угрожаешь? Я так скажу. Будете стрелять, так и мы тоже будем. Чего доброго, еще попадем в кого-нибудь. Мы получили то, что хотели. Пока что этого хватит. Блин, отбери у него флешку. Нахера это все? Это было опасно. Hijos de la chingada. Ты как, Ви? Где-то болит? Херово мне. Как же херово. В горле как будто наждак. Я не могу дышать. Ты прямо как моя примита. Она, когда наркоту бросала, тоже так тряслась и потом обливалась. Еще и блевала иногда. Ага. Звучит очень похоже. Слушай, давай я отвезу тебя к Риперу. Или, может, травматим за тобой приедет? Погоди минуту. Сейчас я соберусь. Это конец, Джек, понимаешь? У меня больше нет будущего. Наоборот, теперь есть. Ты не мог сказать им нет. Вот они и сделали это за тебя. Дальше будет лучше. Вот увидишь. И, кстати, ты потерял не все. У меня остался друг. Ты про то, что у меня остался друг? Как мило. Нет, шутник. Я про бабло, которое твой босс тебе дал. Он же наверняка не мелочился. Начнешь все сначала. Так что не боись, Эса. Выше нос. Да, и что с этим баблом будем делать-то? Выглядишь как-то хреново. Ви! Эй, Армано. У тебя теперь начнется новая жизнь. Какая новая жизнь-то? Итак, это был пролог, походу, в Киберпанк 2077. Привет, Найт-Сити! Угу.
Интро. Пошло. Очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя в приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Боабо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей лиге люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь, и тем больше шансов поймать пулю. Это показывает, что мы делали все это время. Новую жизнь начинали, типа. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Ну так, все понятно. Мы грабили, убивали, чинили разбой и так далее. И веселились еще. Вот все, что мы делали. Ну что, интро закончено у нас, да? Да, пролог, походу, закончен или нет? Походу, да, пролог закончен. То есть дальше начинается игра. Вот. А у нас на сегодня все. На сегодня прохождение Киберпанк 2077 мы закончили. Да, немного, но зато мы немножко познакомились с сеттингом, немножко познакомились с персонажами, выяснили, что у нас есть друг, и выяснили то, что мы были в корпорации, но теперь начали все с нуля. Все прокачки, все скиллы и так далее. Что будет дальше, узнаем на следующем стриме. Всем пока!